на 3 килограмма. Ой, мама. 3 килограмма осьминог. Мороженое осьминог. Стоит 129,90 килограмм. Тут интересный такой отдел рыбный. Тут угорь продается по 302,50. Это тоже угорь по 302,40. Вот мороженое что-то мороженое. Написано, что 427 это стоит. А что это? Что-то мы не нашли. Из Норвегии вот написано. Потом какие-то еще вот колечки. Дарданелл. Это кальмар. Кальмар мороженое разные. Это натурель кальмар. Кальмар. Хамси. Денис Салатасы. Вот на маленькая хамса, видимо. Хамси, сардалья. Что такое сардалья, не знаю. 24 лиры написано. Вот. Какая-то еще хамси. Хамси очень много разные. Фасовки. Это раки продаются здесь. Цена вот 49,58. Кто из них кто, не знаю. Если по 119, но 119 вот эти лобстеры лежат здесь. Они вообще обработаны, вот куски лежат. Какая-то сардалья. Вот какое-то еще мороженое рыба. Даже не, по-моему, там море по-русски. Вот еще, смотрите, какая рыба красная здесь нарезана на, как это называется, на стейке, да, наверное. Такими кусочками, такими. И вот такая есть филе. Тоже соломон, красная рыба. 109, 89, 72. За килограмм вот поменьше написано 137, 179, 91 лира, 90, 81 лира. Это что-то в посыпке вот лежит. Что за рыба? Пинар, непонятно. Еще опять красная рыба. Шарики. Аквидес Вонгоу. Что это такое? Тоже какие-то салаты. Вот такая рыбеха есть начищенная. Тоже разная. Так, дальше что у нас? Там впереди тележка стоит, дальше не поеду. Мы пришли в этот овощной отдел. Рядом с рыбным, как обычно, в метро. Пойду объеду, может там еще что-то интересненькое есть. А, здесь вот есть эти чищенные креветки. Такой фасовки, такой. 119 килограмм, 99, 118. Разные. Ну, как обычно, от размера зависит. Ольга пошла на ту сторону посмотреть. Пойду тоже объеду, посмотрю, поснимаю. Здесь какие-то котлеточки сделаны и сосисочки рыбные. Все рыбное дело. Здесь тоже в посыпке приготовлено. Крабовые палочки вот есть. Сурими 63 лиры килограмм. А, там вот... А, я думаю, это пельмени, это не пельмени. Fish and chips. Бери и жарь. Вот тоже жирные палочки. 39 лир килограмм. Какая-то игрушка интересная лежит. Сколько стоит? Где взяли? Непонятно. А, здесь мороженка идет всякая. Вот по акции какая-то продается. Альгида. 67 лир килограмм. Ну, вот это, наверное, вот, которую с краю здесь лежит. Ну, мороженого здесь полно. Всякого. Вот такими брикетами есть. Вот такие брикеты покупают и потом продают по шарикам, так сказать. Вот видите, фистык написано. Фисташковое, какао, клубничное и так далее. Такие мы покупали. В принципе, вкусные мороженки. Цена за килограмм 27, 27, 27. Плюс-минус одинаково. Что тут еще есть? Это вот такие мороженки еще. Это дондурма фасовка метровская.
42, 41, 42, дороже чуть-чуть. Фрамбуаз. Вот опять какая-то мороженое что-то. Это понятно, что вот дондурма это мороженое, а что такое фрамбуаз солени? Дондурма 42, 38, 38, 38. Тоже большой фасовки эти коробочки. 64 лиры стоит. Значит, кило написано, кило 700 это мороженое. Такие коробочки красивые есть. Мы сейчас остановились, чтобы зайти в Мезетли. Это место, вот оно так называется, Мерсин 33 карт Мезетли Субеси. Вот здесь такой памятник стоит. Это старая администрация Мезетли, такое вот небольшое здание. Я поищу, я оставлю ссылку на это место, где это находится. В общем, здесь мы сейчас хотим получить, это будет стоить денег или нет, мы точно не знаем, но проездные карты на автобусы. Вот такие большие автобусы наличные платить наличными нельзя. Я видел в одном видео, что люди покупают карточки специальные, а мы сейчас зашли в место, где, по идее, эти карточки выдаются. Мы сейчас попробуем их получить и расскажем, как это нам обошлось. С нами наш друг турецкий, он сейчас поговорит хотя бы, вопросы задаст, что надо сделать и как. Мы с собой принесли фото-мото, ну остальное сейчас покажем. Вот так эти кент-карт называются. Не это самое. Короче, получили мы вот такие карты, ну не получили, а купили. Эта карта стоит 5 лир, ее официально продает администрация, вот это вот подразделение. Для студентов, полицейских, учителей она продается, вернее, выдается бесплатно, они там приносят документы соответствующие, подтверждающие свою, так сказать, деятельность. И потом пополняют деньги тоже и катаются на автобусе, на городском транспорте. А нам только можно купить такую карту, и она стоит 5 лир, можно тут же пополнить ее. Я дал по 50 лир на каждую карту, 4 карты я взял. Она сейчас не работает, есть сайт, на который надо зайти и ее активировать. Для этого понадобится Кимлик и Хескот. Сейчас еще раз подсниму и покажу. Мы славно поработали, и теперь у нас прекрасный ужин с нашими друзьями. Вот такой салатик я приготовила. Вот такой салатик наша подруга приготовила. Лимончик нарезали тоненько-тоненько при помощи. Вот такая рыбка, смотрите. О, с лимоном. Only lemon with balık. Аккуратно очищаем. Очищаем. Only lemon. Balık. Balık. А он же томленый еще лимон, он же на рыбе. Ага. Afiyet olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Kabak. Kabak. Salt normal? Yes, good. Okay. Thank you. Okay. Самый баклажан. Sen hiç bunun üzerine senin yaptığın o hani Sos. Heh, И мы еще Olsa лучок. çok güzel olur değil mi? Давай. Всем доброе утро. Алексей тут уже позавтракал, нам пришел друг, они сейчас поедут по делам. Лампу вы видели, у нас на стяжках прикручена лампа, сейчас будут чинить эту лампу. И у нас, когда мы приехали в Турцию, сломалась вот эта лампа, профессиональная блогерская. Они сейчас отнесут электрику и попробуют починить. Если получится, хорошо, не получится, тоже хорошо. Олег, приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Hello, привет. О, hello. Наш друг уже не стесняется и как его, говорит, снимай меня, да? На здоровье. На здоровье. Видите, по-русски знает.
Вот. Сейчас они поедут в Ардемли по делам. У друга тоже дела. Миша, привет. Здравствуйте. У друга тоже дела. И вот заодно он зашел за нами, чтобы наши дела вот эти порешать тоже. Наши дела не срочные, но поскольку у него тоже дела, заодно. Вот. Goodbye. Have a nice day. Thank you, you too. Thank you. Все, пошли они. А мы сейчас, у нас на сегодня нет мукбанга, мы будем в экстремальных условиях теперь вот с этим человеком ленивым снимать мукбанг. У нас снимать мукбанг мне нравится. Ну ладно, мы как-нибудь откроем, поваримся, пожаримся. Ой, такие у нас дела. Солнечная, здоровская погода замечательная. Всем тоже желаем отличного дня, хорошего настроения. У нас все хорошо. Вот, я сейчас буду тоже делами заниматься. Сегодня в планах, значит, я сейчас вытащу фарш, и мы с вами чуть позже. У нас полная морозилка рыбы теперь, и соседи к нам в морозилку рыбу положили, и наша тут рыба. Вот, лежит. Мы с вами сегодня снимем пельмешки. Мукбанг с пельмешками хочу. Дети уже соскучились. Все соскучились. И зрители тоже соскучились. У нас давно не было пельмешек. Вот здесь у нас с соседей рыба лежит. Они у нас ее хранят. У нас еще пицца есть, Миш. Ай! Так, ну чай оставь нам. Арахисовый, я думаю, вы будете точно. Оставь, да. Я сейчас маленькую коробочку принеси. Фарш положу туда. И сегодня буду пельмени лепить. И рецепт. Короче, в планах снять сейчас с утра мукбанг, прямо на сегодня же. Приготовить пельмени. Миш, ты мне мешаешь. Приготовить пельмени. И снять рецепт с пельменями, снять еще один мукбанг. Вот, программа максимум на сегодня у меня такая вот. Поэтому, Миша, ленивый, давай прекращай лениться. Бери и учись так, чтобы мама не отвлекалась на твои еще дела. Понятно? Иначе никаких пельменей. Овощной суп сварю. Как вы думаете, чем занимаются русские жители в Турции? Лепят пельмени. Вот один противень, вот второй противень. Фабрика в действии. Михаил взялся помогать, но потом пошел заниматься уроками. Олег тоже занимается уроками. У нас сегодня очень ветреный день. У нас отменилось мероприятие, связанное с морем. И мы теперь сидим, не то чтобы грустим, но занимаемся вот пельмешками, без спешки. Да, мама Оля? Ну что ж, продолжим заниматься. Друзья, мы тут со своими пельмешками идем к друзьям в гости. Нас позвали, показать хотят какой-то сюрприз. Сейчас посмотрим и вам потом либо тоже покажем, либо расскажем. Да, Алексей? Мы идем угостим их пельменями, сами объедушки. Только что Алексей с пельмешками в лифте. Классно? Мы к друзьям. Ну что, друзья, нас задарили подарками. Мне вот такие полотенчики кухонные подарили, а Алексею... Где твой подарок? Шкаф убрал. А Алексею подарили приспособление, которое, при помощи которого легко таскать вот такие бутылки. Значит, зачем нас туда позвали? Нам сказали, приходите, у нас для вас сюрприз. Окей, мы пришли, значит. И нам сказали, у нас для вас две новости. Одна плохая, одна хорошая. С какой начать? Я говорю, давайте с плохой. Плохая, что наша мантышница, которая уже никак не может к нам прийти больше недели, ее нет на складе. Закончились такие мантышницы.
о чем они очень сожалеют. Это плохая новость, но есть хорошая новость, что они сказали, можете выбрать на сайте любую другую мантышницу. Вот, и наши соседи для нас выбрали, поскольку они, ну, турецкие граждане, они знают, какая здесь посуда хорошая. Они выбрали самый лучший бренд. Мантышница получается чуть меньше, чем ту, которую мы заказывали. Мы заказывали 5-ярусную, ну, нижний ярус, там должна быть вода, и 4 рабочих яруса, да. А здесь получается 4-ярусная, в нижней будет вода, и 3 яруса рабочих. Чуть-чуть поменьше диаметр. Мы заказывали 30, но здесь будет 28. Высота у меня была 10, но здесь будет 8,5. Вот. Но они сказали, что 18/10 качество стали. Это вообще лучшее, что они тоже такой пользуются фирмой. Это лучшая фирма в Турции. Просто супер-пупер very good мантышница, которая стоит более чем в 2 раза дороже, чем та, которую мы изначально заказывали. Но поскольку произошла ошибка по вине владельцев сайта, они сказали, что окей, да, мы готовы вам прислать вот эту мантышницу, которая более чем в 2 раза дороже, чем ту, которую вы заказывали. Никаких доплат, ничего не нужно. Просто вот, просто так, такой вот подарок за счет того, что ошиблись наши сотрудники. Ну, то есть, более того, что мы смогли технически заказать отсутствующий на складе товар, так они еще и нам пообещали, что все окей, да, ваша покупка одобрена, посылку вам, вернее, мантышницу вам пришлем этой доставкой. Вот. То есть они нам подтвердили, все окей, мы ждали эту мантышницу, а потом выяснилось, что ее нет на складе. Поэтому вот такие вот новости, из-за которых нас туда позвали. Пока мы там сидели, вынесли им мозг, что нам нужна барила номер 1. Ну, то, чтобы вынесли. Да. У нас такие друзья, знаете, у них спросишь, все, они горы перевернут, чтобы решить наш вопрос. Они обзвонили кучу магазинов. Адане, в Мерсине, в Эрдемли, в Тамюке. В общем, они обзвонили кучу магазинов и нашли для нас 2 пакета в Тамюке барилу номер 1 и сказали, что в следующий завоз будут специально для нас заказывать эту барилу номер 1, чтобы мы ее покупали. Поэтому мы нашли таки барилу номер 1. Вот. Что еще вам сказать? Ну и пока искали, мы думали, сначала нас немножко ввели в заблуждение на сайте Migros. Сказали, что есть барила, проблем нет. Да, все, 10 штук мы накидали в корзину этой барилы. Потом накидали параллельно еще других продуктов, потому что одной барилой нельзя обойтись, чтобы была бесплатная доставка, нужно там от какой-то суммы заказать. Мы стали заказывать, они стали заказывать тоже. Но они совсем чуть-чуть себе заказали, а мы себе прям вот, ну, по максимуму опять поназаказывали, значит. А когда стали оформлять заказ, тут выясняется, что барилы, оказывается, нет. И она из корзины исчезла. После этого они стали обзванивать. В общем, просидели мы у них опять сколько, Миш? 2,5 часа? Около 2,5 часов, а то и даже, может быть, чуть больше. Просидели у них, пообщались, чайку, кофейку попили и пришли теперь домой. Они будут ужинать, мы отнесли им наши пельмени, больше известные для них как равиолли. Вот, поэтому они сейчас будут ужинать. Предлагали нам всем вместе поужинать. Мы говорим, мы вообще не голодные, потому что только что сняли мукбанг. Вот такие прям сытые. Вообще не хочется кушать на самом деле. И мы быстренько убежали домой. Алексею тем более видео надо монтировать. И мне тоже. Я еще сегодня даже влог не выставляла. Работу работала. Вот. И поэтому мы по-быстренькому убежали домой. А они сейчас уже готовятся ужинать. Такие вот у нас дела, друзья. Ну что, друзья, многие из вас писали, чтобы мы поменяли местами раскладушку с водой и лавочкой. Сейчас мы этим с Алексеем займемся. Сейчас он заканчивает уже монтаж видео. Ой, как на улице классно, свежо. Но так бывает только по вечерам и по утрам, наверное. А днем у нас продолжается адская жара. Но это хорошо, чем мерзнуть
В Москве уже куртки одели, сейчас с братом разговаривала, он в куртке, там вообще не жарко. А у нас тут классная погода. Михаил Алексеевич, не надо, ну не занудь. Ну что, друзья, я уже тут повалялась, немножко помяла кроватку нашу. Что сказать? Удобно, да, в принципе, нормально. Более безопасно, как вы нам и рекомендовали. Проход тут немножко уже стал, но в принципе его хватает. Мы сюда ходить не так часто ходим. Ну, в день, может, пару-тройку раз зайдем, чтобы в графин воды налить. Раз 500. Ты 500 раз сюда ходишь? Чё? Зачем? За водой? А что, тебе с графина не наливается? Или тебе не разрешают с графина? Не знаю, я хожу сюда максимум пару раз в графин налить, в чайник налить, ну, и в баклажку налить. Этого достаточно. Вот так теперь лавочка стоит у стекла. Но Алексей говорит, стекло довольно толстое. Поэтому, в принципе, не было особых проблем. И здесь вот этот вот бордюр, который, в принципе, кровать, да, на колесиках, колесики не фиксируются, но этот бордюр, в принципе, не позволял кровати улететь туда вниз, укатиться и так далее. Но мы все равно с целью безопасности, спасибо нашим зрителям, которые тоже беспокоятся о нас, мы вот так местами все это дело поменяли. И еще хотела сказать, вы знаете, уже в ночное время, сейчас почти время час ночи, достаточно холодно, я бы даже сказала, да, на улице, Леш? Ты тут до конца защелкнул прям, да? Вот, Алексей вот здесь с этой стороны закрыл окно прям до конца, потому что замерз. Вот, а здесь мы оставили буквально 10 сантиметров открытым окно, ну, чтобы циркулировал свежий воздух, хоть какой-то заходил, да, на балкон к нам. Вот, и что я вам хочу сказать, что это так удобно, естественно. Если бы у нас не было остекления на балконе, мы бы вообще не смогли бы здесь сидеть, да, Лешка? А холодрыга была бы тут собачья. Конечно бы мы уже закрывали бы и вот эту вот межкомнатную дверь между комнатой и балконом. А так как у нас застекленный балкон, это как продолжение нашей комнаты. У нас, да, места катастрофически мало, но за счет застекленного балкона у нас получилась полноценная такая небольшая рабочая комната, рабочий кабинет, да. Закрываешь окна и прекрасно здесь проводишь время, здесь получается не холодно совершенно. Естественно, когда будет еще чуть прохладнее, мы совсем закроем окно. Потом у нас были мысли с Алексеем, чтобы вот сюда в зимний период сделать этим утеплителем закрыться. Вот, посмотрим, если появится такая необходимость, можно будет, Лёш, частично и стекла закрыть утеплителем, да? Например, смотри, вот до сюда закрыть утеплителем, а 2 секции оставить, чтобы, ну, проветривать, да? Можно было, чтобы одна ствол, вот эта первая створка заезжала на вторую, и была возможность проветривать, немножко окна открывать. А все остальное тоже можно закупорить при необходимости, если будет прям сильно холодно, да? Этим утеплителем, да, Лешка? Ну, в общем, мы очень рады, что у нас остекленный балкон, это очень удобно. Время уже у нас час ночи. Мы завтра едем в путешествие на корабль. Вот. Посудомойка уже постирала, помыла посуду. Откроем ее вот так проветривать. Дети наши уже давно спят. Ну, а я тоже пойду сейчас искупаюсь и буду уже укладываться. Такие у нас дела, друзья. Что еще хотела вам сказать? Ну, в принципе, все. Я тут почистила плиту. Вот что я хотела сказать, что средство, которое купил мне Алексей в качестве, ну, вернее, для мытья газовой плиты, оно в принципе неплохое. Но вот здесь сильно такие загрязненные места не отмывает.
особо натирать там содой или проволокой я не хочу. В любом случае, когда поедем в Россию, привезем себе вот этот антипригар и буду вот эти вот трудно очищаемые места антипригаром. А что касается там, где что-то там накапало, пролилось, оно прям идеально все отмывает. Это стеклянная поверхность, видите, она идеальная. Вот этой конфоркой почти не пользуемся. Видите, пальцем я только ткнула, сразу следы остаются. Вот этой конфоркой почти не пользуемся, поэтому она тоже идеальная. А вот эти вот конфорки, вот в этих местах трудно такие отходимые пятна, они, короче, не отмываются все равно этим сифом. Сиф у нас. Поэтому, короче, надо везти из России свой любимый антипригар. Вот. И еще хотела сказать, что для ванной комнаты Алексей купил мне вот такой сиф. Смотрите, Ультра Хис. Вот. Я им один раз помыла душевую кабину. А в следующий раз... Ой, блин, как здесь неудобно бумажка стоит, а? Надо кому-нибудь упадет. Сейчас я ее... Алексей купил вот такую огромную бумагу. В этом, как называется, в Шоке в магазине. Она огроменная упаковка, вот это из 40 рулонов, трехслойная бумага, 46 лир. Очень-очень-очень большая, хорошая скидка на нее, поэтому он решил взять. Теперь нам надолго хватит. Так, хотела вам показать, вот. Второй раз я помыла душевую кабину Силит Бэнгом. Силит Бэнг, как у нас в России, да, от налета, извести и налета. Вот, и хочу вам сказать, что Силит Бэнгом намного больше мне понравилось мыть, потому что душевая кабина, так сказать, она не идеальная, такие труднодоступные места, как не то чтобы труднодоступные, а там, где уже достаточно большим толстым слоем сел налет. Этих мест не очень много, вот даже не видно на камере, наверное. Вот, но тем не менее они есть, а так и они не отмылись. А так, в принципе, меня устраивает качество, посмотрите, мытья. В общем-то и целом стекло очень-очень-очень стало чистым. Была до недавних пор в Мигросе акция на вот этот Силит Бэнг. Он вообще, его нормальная цена 24 лиры. Это не дешево, на мой взгляд. Но была хорошая акция, и он стоил 16 лир. Я пожалела, что взяла всего одну бутылку. Ну, да ладно, что ж теперь поделать. Будем покупать, выжидать новую акцию. Если не будет акции, соответственно, покупать за такую цену, которая есть. Вот, потому что Силит Бэнг, он прям мне очень сильно понравился, намного больше, чем Сиф понравился. Ну, как бы Сиф — это турецкая марка, к которой многие хозяйки относятся достаточно хорошо, да, положительно отзываются об этой марке, но мне она не зашла. Но лично мне эта марка не зашла, я не могу сказать, что я прям очень ею недовольна. Нормально, знаете, трудно такие выводимые пятна она не удаляет. Ну, в общем-то и целом нормально. Ну, а это видео уже буду заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.